Всем здравствуйте, я вас приветствую на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна, для тех, кто не знает. И в телеграм-канале я писала такое наблюдение, да, что каждый день практически на этой неделе выпадала карта «Наслаждайся жизнью». Вот. Это ж неспроста, потому что я эти карты выкладываю каждый день, вытаскиваю из колоды, да, и 3 дня подряд одна и та же карта. Вы можете пойти проверить, посмотреть. Плейлист у меня есть «Карта дня», «Карта совет дня». Соответственно, это все делается не заранее, это делается день в день. Поэтому очень было забавно, и я решила, давайте посмотрим, почему нам так настойчиво советуют наслаждаться жизнью, в чем причина и вообще что подсветить. Да? Давайте такой вопрос настроимся. Почему карты советуют наслаждаться жизнью? Что, возможно, вы не видите? Почему такой совет? Так. Ну смотрите, как интересно. Вполне логичный, но при этом интересно. Здесь у кого-то прям идет очень хорошая такая, в кавычках хорошая концентрация на каком-то негативном событии, причем есть такое ощущение, что все куда-то, так скажем, то ли рушится, да, то ли как снежный ком навалилось, да, вот одно за одним, одно за другим, и либо все сферы жизни, да, у нее, смотрите, 5 кубков, все пустые, а ей поливать цветы надо, еще и 10 мечей здесь, в общем, кто-то, видимо, уже крест на своей жизни поставил, поэтому, то есть не видите хороших каких-то событий, вам это перекрывает вашего мага, когда хочу, могу и делаю. То есть посмотрите, если даже на этих 2 картах они обе смотрят вниз, а маг, она смотрит вверх. Соответственно, здесь у нас по символизму тоже идет, что внизу обычно там что-то плохое, да, вверху это вот что-то такое радостное. Обычно даже люди угрюмые, когда ходят, они все время смотрят в пол. Соответственно, немножко не хватает здесь воздуха, радости какой-то, концентрации на чем-то хорошем, что и это пройдет, да, либо, что здесь не видите, почему все вот так навалилось? Повешенный и 10 пентаклей же, да, пентаклей. А вас, мои дорогие, ведут к изменениям. Причем на ментале. Отлично. Свечка потухла. Здесь заморожен. Вы немножко отодвигаете свои изменения, причем это касается ментального уровня, убеждений каких-то. По поводу чего? 10 пентаклей. Мечи. Ага, и королева пентаклей, да. По поводу денег в том числе саботируете изменения, все как-то вам туда идти не хочется. Какие-то убеждения по поводу денег. Это вот, кстати, к моменту того, что присмотритесь. У меня есть предложение по отливкам, да, еще можно вступить. Либо индивидуально, либо заказать коллективную. Я оставлю информацию под видео, можете посмотреть. Там уже есть и результаты, кто-то написал интересные. Смотрите, у вас здесь
Что еще? Еще и 7 пентаклей. Смотрите, какие наполненные женщины. Здесь у нее и урожай, еще и рыцарь пентаклей. Кто-то прям по поводу, видимо, денег. У вас какие-то изменения, трансформация. Потому что здесь все пентакли. Причем это деньги именно как, знаете, семейные, да, какие-то, либо на дом, либо что-то там дома, либо в семье какие-то там тоже неурядицы могут быть. То есть что-то, что касается вашего непосредственно домашнего очага, либо физического, либо, так скажем, эмоционального, да. Вас причем толкают к дому полной чаши, а вы очень сильно сопротивляетесь. Знаете, какой момент? Если вы концентрируетесь на чем-то плохом, то ваша энергия, она утекает в это плохое, и вы не переходите вот в эту наполненность, да, потому что все ситуации, которые с нами случаются, они нам для чего-то, чтобы мы, например, да даже самое элементарное, научались видеть хорошее, даже когда все, ну, не очень, так скажем, хорошо, потому что, например, есть люди, которым еще тяжелее живется, да, есть крыша над головой, есть что кушать, да, есть чем заплатить за услуги, а это не то, что мышление, знаете, мне и так хватает, да, нет, здесь не про это, здесь о том, что быть благодарным за то, что есть уже, и стремиться к большему, да, стремиться к каким-то еще возможностям, не опускать руки, не сливать опять-таки энергию в негатив какой-то, да, но вот сейчас вот так вот, здесь там что-то случилось, здесь ищи, сюда, сюда и сюда свое внимание. Возможно, вас учат о том, что нужно уметь просить помощи. Да. Мы сами творцы своей жизни. Опять 3 пентаклей. Начать, ну, не то, что заново, а какое-то мастерство свое, возможно, прокачать, обратить внимание на какие-то свои сильные стороны, да, о которых вы могли забыть, либо считаете их само собой разумеющимся. Причем, знаете, как здесь может быть о том, что это, знаете, когда самооценка, она зависит, например, она идет не изнутри, а она зависит от посторонних людей. Например, похвалили вас на работе, и вы довольны, счастливы, да, что вы сделали работу хорошо. Но если вдруг вас не похвалят, не отметят, то вы считаете, что вы сделали что-то не так, сделали плохо. То есть сказали хорошо, значит, я хороший. Не сказали, что хорошо, значит, я не хороший, да, или что-то там не так, да, но при этом еще же есть самооценка, которая идет изнутри, из вашей опоры, когда вы знаете, что вы сделали хорошо. Так, кто-то прям хочет дозвониться. Так. Вот, кто-то хочет дозвониться. Я хочу до вас дозвониться. Да, вот как раз мир. Это когда вы сами понимаете о том, что вы что-то сделали хорошо, и если вас похвалят, классно. Это еще плюс, так скажем, к вашей самооценке, плюс к вашему хорошему настроению и так далее. Но если не похвалили, вы и сами знаете, что вы классный. Вы сами можете себя похвалить, да, соответственно. Ну, когда мы научаемся видеть хорошее вообще, когда что-то, например, не так идет, то мы и научаемся себя хвалить в любой ситуации, что мы, например, какой вкусный ужин, да, приготовили. Многие же готовят, знаете, так уже на автомате, да, а то, что это действительно вкусно, да, действительно там красиво, кто-то, да, сервировку делает, вкладывает в это вот, знаете, как само собой разумеющееся. Так вот, перестаньте к тому, что вы делаете, относиться как к само собой разумеющемуся. Наверное, так.
Так, это что? Да, вы все ждете оценку от других людей. Возможно, поэтому нет наслаждения в жизни, да, потому что наслаждение идет, ну, как радость идет от других людей. И вам здесь очень важно научиться самим эту радость из себя выдавать для себя же, да. Если вы, например, расстроились, не бежать к кому-то, вот отнестись к себе так, как вы бы отнеслись к другому человеку, начать себя успокаивать, там, не знаю, Машенька, ну все хорошо, ты же такая молодец, там, или Сашенька, или кто там еще, как вы себя хотели бы называть, да, и вы заметите, что у вас настроение улучшается даже тогда, когда вы себя сами успокаиваете, когда вы сами себя хвалите. И почему-то мы иногда к другим людям относимся так, как не относимся к себе. То есть к другим людям относимся лучше, чем сами к себе. Почему? Вы такой же человек, соответственно, да, и также можете к себе относиться, также можете себе давать слова одобрения, также можете себя хвалить, делать себе комплименты, и увидите, что и другие люди почему-то стали вдруг так поступать. Давайте посмотрим, почему у вас не получается, какая энергия вам нужна сейчас, чтобы вот сконцентрироваться больше на позитиве. Я вообще не удивлюсь, если здесь выйдет у нее, как это колода с рунами. Нет, Иса и Ивас. Вам нужно начать хоть что-то делать, да, Иса у нас здесь это заморозка, это повешенный тот же самый, и вас это вот движение в потоке, так скажем. Сейчас еще одну выложу, точно скажу. Лагус тоже про поток, про женскую энергию, про наслаждение в том числе, да. Вот найдите в своем дне хоть что-то, что вам дает наслаждение. И причем, чтобы это была, ну, не еда, так скажем. Когда-то это может быть, да, вкусная пироженка с чаем, например, или что вы там любите, не обязательно сладкое. А иногда это что-то другое. Расширяйте спектр того, что вам приносит удовольствие. Здесь, знаете, как вот пробуйте многое, да. Сегодня сладкое, завтра, например, там от соленого наслаждения получили, там послезавтра от прогулки. Если есть финансовые возможности позволяют, да, тогда там, купить что-то себе, либо поехать куда-то, там какие-то процедуры, то, что вам нравится. Здесь еще также могут присутствовать люди, которые для вас токсичны. От них бы, конечно, немножко подизбавиться. Либо вы общаетесь с людьми, у которых тоже все плохо, там могут быть и про партнеров всякие сплетни, про страну, вот как, чего, где. Вот это вам категорически не рекомендуется. Лучше от этого отходить, да, то есть не ввязываться в эти сплетни, какие-то разговоры, обсуждения, больше концентрировать свое внимание на положительных энергиях, вибрациях и вообще событиях. Тогда у вас есть шанс поменять то, что вы создаете в своей жизни. Мысли материальны, как говорится, две вышли. Да. О чем думаем, то и создаем. Если мы считаем каждый день, что все плохо, что ничего хорошего не светит, что вокруг такие-сякие плохие люди, что вот там либо я такой-сякой плохой и все остальное, то вы и дальше будете так жить. То есть так, как вы живете сейчас, это ваши мысли в прошлом. И, соответственно, когда вы эти мысли фундаментальные меняете, да, физическая реальность, она не меняется так быстро, она не всегда успевает. Поэтому вот я сегодня
позитивно мыслил целый день, почему у меня ничего не поменялось? Нет, ну вы же, там, заметьте, да, месяц, например, там прошлый, или вот как праздники, да, сейчас просто январь, после январских праздников, как, например, вышли на работу, так сразу вот все покатилось, свалилось, да, там режим, и все остальное, все сбилось, и вот вы, например, с 10 числа в течение там 2-3 недель живете вот в этом негативе, что ничего не хочется, все надоело. Вот вы 3 недели это создавали, ну, 2-3 недели создавали, и, соответственно, вам столько же примерно нужно это будет рассоздать, да, у каждого, конечно, сила мысли разная, там от своих зависит, от энергетики и всего остального. Сейчас не будем в это углубляться, но вам нужно поменять свой фокус внимания на изобилие. Что у вас сейчас есть, чему вы благодарны, что вы хотите, держать концентрацию на этом. Вы будете понимать, что у вас и сил становится больше. И фишка-то вся в том, ну, вам еще и помогут, причем это сделать. Фишка вся в том, что если вы сдадитесь, опустите руки, вам не станет легче. Да, в этом-то вся и фишка. То, что я понимаю, что бывает сложно, бывают разные ситуации, бывает действительно все надоедает, но задайтесь вопросом, действительно ли, если вы сдадитесь, то вам станет легче. Легче не станет, станет даже сложнее, поэтому нет смысла сдаваться. Поэтому мы здесь с вами как раз таки посмотрели, что поможет вам наслаждаться жизнью и создать себе новые события. Да, выходим из негатива. Сейчас еще есть какая-то информация, пока не понимаю, на какой колоде посмотреть. Совет какой-то, да. А вот на звездной моей любимой колоде давайте посмотрим. Сейчас я ее достану. Посмотрим совет для вас. Кстати, кто уже проходил отливки, если вы смотрите данный расклад, напишите для других, какие вы результаты получили, ну, там, в нескольких словах, да, чтобы люди поняли вообще, ну, в каких сферам им поможет это, для чего им. Есть люди, которые сомневаются, что им, например, это поможет. Дыхание космоса, плыть по течению, а не против вмешательства в планы Вселенной. Да, вот об этом руны нам, кстати, тоже говорили. Плыть по течению, да, вот, допустим, у вас сейчас что-то не получается. Вы, например, хотели заняться спортом, но вот, не получается. Займитесь, значит, пока чем-то другим. Либо вы хотели пойти в спортзал, но понимаете, что просто нет сил идти в спортзал. Займитесь дома, пусть это будет 5 минут, но вот с наслаждением, понимаете, не с тем, что я вот должна. Может, это даже будут не упражнения, какая-то зарядка, растяжка, танцы, вот то, что вам действительно будет по нраву. Вам это даст и энергии больше, чем вы себя будете пинать постоянно, чем вы будете опять в негатив уходить, что вы там себе обещали, но никак не начали. В данном случае вам какое-то время нужно не вмешиваться в планы Вселенной, да. Может быть, вы бы пошли в спортзал, например, там повредили себе что-то, да, или еще больше закачались в том плане, что очень устали и вообще свалились, да. Соответственно, если сейчас что-то не выходит, есть смысл вернуться к этому попозже. Да, вот карты сами говорят. Ослабь хватку, контроль, зависимость, впустите благодать в свое сердце. Благодарим за то, что уже есть, не держимся за то, что не получается. Возможно, есть смысл заняться сейчас другим. Пересмотрите свои какие-то планы, перенесите. Либо если что-то не получается, да,
А действительно ли это ваше желание? Действительно ли вам это нужно? А кому это нужно? Да? Жизненные уроки, рост души, обучение. Сейчас еще одну тогда. В дополнение. Все пути ведут домой. Внутренняя сила, интуиция, прислушивание. Вот опять, да. И карта, подсказка дня была о том, что слушайте свой внутренний голос. Да? То есть там было: наслаждайся жизнью, слушай внутренний голос, потом наслаждайся жизнью. Вот слушайте, вот действительно вы, возможно, себе какие-то поставили цели, которые не ваши, которые вы не хотите делать, туда вы сливаете энергию. Недавно подумала как раз-таки о том, что такой у меня был инсайт. Я по жизни такой некий достигатор, в том числе у меня всегда очень много планов, и даже если я там сделала 7 дел за день, то иногда было такое какое-то неудовлетворение, что я что-то не успела, что-то не доделала, а можно было сделать вот так, вот это еще и вот это. И я поняла буквально вчера о том, что иногда мы в конце дня разочарованы, что мы что-то не доделали, не успели и все остальное, потому что в течение дня, вот прямо сейчас задумайтесь и услышьте меня, потому что, несмотря на то, что мы очень много чего сделали за время этого дня, но разочарование оно от того, что вы не сделали то, что действительно хотели. Да? Не потому, что вы сделали мало, не потому, что вы сделали не все, а именно потому, что в этом дне не было то, что вы истинно хотели сделать. Прям вот услышьте меня сейчас. Это такой очень интересный инсайт, интересная информация, которая на подумать, и она прям расширит ваше видение и мышление, потому что, добавив каждый день то, что вы истинно хотели, у вас может появиться удовлетворение тем, как вы живете вашу жизнь. А отсюда и радость, и счастье, и наполнение жизни. Поэтому пересмотрите, действительно ли вы каждый день делаете что-то из вашего списка, что вы действительно хотели. Вот такой сегодня расклад. Всем хорошего настроения, концентрируйтесь на позитиве. А я вас благодарю за ваши лайки и комментарии. Спасибо вам, кстати, за донаты. Я прям вот закажу новую колоду, присмотрела уже себе красивую такую. И будем делать новые расклады, смотреть, что с нами происходит, куда жизнь идет, и смотреть подсказки. Спасибо вам огромное. Жду ваши резонансы в комментариях. Пока-пока.